Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». И снова пошли вопросы, некоторые даже возмущаются, наши подписчики, но это новички, которые возмущаются. Так, вот 28 мая с 14:30, это же ведь телец, вы говорите, что уже нельзя сеять и высаживать рассаду. А 29 это же снова телец, и причем он будет длиться весь день до 20 часов с лишним. И почему вы так утверждаете? Почему нельзя в Тельце в это время ничего сеять и высаживать? Хочу ответить вам снова же. Это, конечно же, новички не знают, но и те, кто у нас постоянный зритель, просто напомню. 30 мая 2022 года – это время новолуния. Пик новолуния – 14 часов 30 минут по Киеву. 29 мая 2022 года Луна завтра это будет находиться во вторых сутках Гекаты, а сегодня с 14:30 это первые сутки Гекаты. Геката – это черная Луна, еще ее называют Луной смерти. Двум последним дням и 2 дням первым после вот этого момента новолуния всегда придавалось мистическое значение, и его использовали на практике наши предки, и давние, и не очень. Наши предки это время именовали сферой черной луны, богини теней, ночных кошмаров и даже кладов. Вот первый день, предпоследний день луны, а это 28-го, сегодня как раз это видео мы сняли. Так вот, этот день Луны связан со стихией воздуха. Да, Луна в Тельце, но день связан со стихией воздуха. Это событие как раз начнется сегодня в 14:30, 28 мая. Это время подготовки Земли, человека и всего сущего на Земле и в Земле к скачку в новое качество. Завтра, 29 мая, завтра, 29 мая 2022 года, непосредственно перед самим новолунием, этот день будет связан с огнем. Это тот огонь и та же сама кровь, которой Луна смывается во имя последующего возрождения. Называют эти 2 дня перед новолунием «сожженная Луна». И вот в эти 2 дня Луна хранит воспоминания обо всем лунном цикле месяца, словно как в компьютере вот записывается все то, что происходило в лунном месяце. И, кстати, наши предки в день огня всегда зажигали свечи в своих домах. Ну, а еще очень-очень древние такие наши предки, есть интересные рассказы об этом, воспоминания тоже тех, кто об этом писал, изучал эту тему. Так вот, давние предки на развилке 3 дорог устанавливали своеобразные жертвенники, и в них в эти сутки зажигали огни, потому что в это время нужно было задобрить Гекату, задобрить черную луну. Именно посвящали этот огонь Гекате. Они дарили вот этот священный огонь черной луне, чтобы она не насылала на человека злые силы. Вот какие вот эти важные дни до новолуния 30 мая 2022 года. Меня этот вопрос снова волнует, потому что из-за незнания и каких-то какой-то неправильной информации многие возьмут и высадят растения или же посеют семена, или посадят тот же картофель. Телец, убывающая луна, как будто бы кажется. Но нужно знать вот эту информацию, которая скрывалась от нас много десятилетий, столетий, а ведь это очень важные знания, которые помогают нам получить хороший урожай. Мы не имеем права сейчас просто так взять, бросить в землю семена и потерять. Время очень серьезное, время испытаний, поэтому изучаем, используем опыт, используем знания, которые нам приходят, а мы именно это опытом уже
испытали и получили результаты. В данном случае результат был негативный, и этими знаниями делимся с вами. Вот такая очень срочная тема, и еще раз о ней вам говорю, потому что наступает время, сегодня с 14:30, время Гекаты, время смирения, созерцания, осмысления и осознания уроков всего ушедшего лунного месяца. Так что давайте эти дни правильно проведем. Ну а что можно делать в это время? Да, можно поливать растения. Да, можно в это время обрезать растения. Телец позволяет это сделать. Так что вот это дела, которые можно тихо, спокойно и правильно сделать с 14:30 28 мая и 29 мая. Полив проводим только до 19 и 18-19 часов, не позже, потому что далее переход Луны произойдет в знак Близнецы, знак стихии воздуха. Это будет в 20 часов 24 минуты по Киеву. Вот такая тема. Авторы канала Раиса Грищенко и Александр Волик прощаются с вами. До новой встречи в новом же видео. Будьте здоровы, мира и добра вам. Пока-пока.